Всем привет! Добро пожаловать на канал Капитана Казановы. Сегодня мы продолжим цикл гайдов по Hell Let Loose. Тема ролика сегодня — роль офицера. Офицер, он же командир отделения, важнейшая роль на поле боя. Данный боец решает несколько задач. Первая — логистические задачи. Постановка гарнизонов для команды и аванпостов для отряда. Вторая — коммуникация с бойцами отряда, установка маркеров, управление подразделением. Третья — связь с офицерами других отрядов и командиром стороны. Четвертое — прямое участие в столкновениях с противником. Офицер — один из самых экипированных бойцов, обладающих высокой боевой мощью. Сразу хочу оговориться, что роль офицера очень ответственная, но ее нельзя назвать сложной. Порой приходится носиться по полю боя с часами, не стреляя в противников, но по итогу ваш личный вклад в победу будет значительно выше, чем вклад товарищей, участвующих в бою и расстреливающих врагов. Правильная работа офицера на поле боя при вовлеченности отряда и хорошей коммуникации с командиром стороны приводит команду к победе. Если ты играешь на консоли и хочешь попробовать свои силы в рядах сплоченной команды, то вступай в наш клан 9 мая. Ссылку ты найдешь в описании к этому видео. Пробежимся по выкладкам офицера. Штаты. Первое. Томпсон. Ближний и средний бой, высокий темп стрельбы и отличная кучность. Пистолет Кольт 911, 2 ударные, 2 дымовые гранаты. Вторая. Карабин М1. Ближний и средний бой. Пистолет, 2 ударные, 2 дымовые гранаты. Третья раскладка. Винтовка Гарант. Хорош на любых дистанциях. 3 ударные и 3 дымовые гранаты. Германия. МП-40. Ближний и средний бой. Пистолет Вальтер. 2 ударные, 2 дымовые гранаты. Вторая выкладка. Гевер. Хорош на любых дистанциях. Пистолет Вальтер. 2 ударные, 2 дымовые гранаты. Третья выкладка. Коряк. Средняя и дальняя дистанция. Очень скиллозависимая пушка. 3 ударные и 3 дымовые гранаты. Советский Союз. Первая выкладка. Секторный ППШ. Ближний и средний бой. Пистолет ТТ. 2 ударные, 2 дымовые гранаты. Вторая выкладка. СВТ-40. Хороша на любых дистанциях. Пистолет ТТ, 2 ударные, 2 дымовые гранаты. Третья выкладка — барабанный ППШ. Ближний и средний бой, ураганный темп стрельбы, достаточно плотная кучность. 3 ударные, 3 дымовые гранаты. Британия. Первая выкладка. Пистолет-пулемет Ланчестер. Ближний и средний бой. Револьвер Уэблей. 2 ударные, 2 дымовые гранаты. Вторая выкладка — винтовка Ли Энфилд МК-1. Средняя и дальняя дистанция, скиллозависимая пушка. Револьвер Уэблей, 2 ударные, 2 дымовые гранаты. Третья выкладка — Ли Энфилд номер 5, Джангл карабин. Средняя и дальняя дистанция, скиллозависимая пушка, но 3 ударные и 3 дымовые гранаты. Также офицер каждой из фракций экипирован биноклем для оценки местности на дальних расстояниях, часами для установки гарнизонов и аванпостов и оружием ближнего боя. У США и Великобритании это нож, у СССР и Германии саперная лопата. Интересный факт. Офицерские часы показывают реальное время, установленное на вашей системе. Так что при установке точек возрождения можно в прямом смысле сверять часы. Если как пользоваться оружием и гранатами, думаю, всем понятно, то вот то, как использовать часы, давайте обсудим поподробнее. Часы — это инструмент установки аванпоста или гарнизона. Чтобы установить аванпост, он же авик, потребуется выбрать часы в инвентаре, посмотреть вниз, и когда силуэт станет зеленым, разместить его, нажав соответствующую кнопку. После установки аванпоста только отряд может возродиться на нем. Респаун происходит каждые 20 секунд. После того, как аванпост установлен, начинается кулдаун. Время кулдауна — 120 секунд. Одновременно может быть установлен только один аванпост отряда. Если вы поставите новый, то старый будет автоматически уничтожен. Установленный ранее аванпост офицер может демонтировать. Для этого необходимо подойти к размещенному аванпосту и нажать соответствующую кнопку. После демонтажа аванпост снова будет доступен в инвентаре. Это удобно, когда вы передвигаетесь на дальнюю дистанцию
и необходимо, чтобы отряд появился рядом с вами. Вы размещаете аванпост, дожидаетесь респауна отряда, демонтируете аванпост и продолжаете движение уже в составе группы. В режиме наступления за команду защиты авик может быть установлен только в синей зоне. В наступлении за атакующую команду, а также в режиме война, аванпост может быть размещен также в красной зоне, но только в ближайших 2 линиях к синей зоне. В режиме война аванпост также можно установить в нейтральной полосе. На экране выделены зоны, где можно установить аванпост, а где нет. Размещенный офицером аванпост, кроме точки возрождения, является сигнальным маркером. Если враг появился в радиусе 50 метров от аванпоста, то он будет подсвечен красным, а если враг подойдет на расстояние 5 метров к аванпосту, он будет уничтожен. Также аванпост может быть уничтожен брошенной гранатой, молотовым, выстрелом из базуки, струей огнемета или залпом танка или противотанкового орудия. Выстрелы из артиллерии и бомбардировка командира стороны не уничтожает аванпост. Еще один тип точки возрождения, который может установить офицер, это гарнизон, он же гарик. Гарнизон, в отличие от аванпоста, дает возможность возрождения не только членам вашего отряда, но и всей команде. Возрождение на гарнизоне происходит каждые 40 секунд. Для установки гарнизона выберите часы в инвентаре, посмотрите вниз, и когда увидите зеленый силуэт, нажмите и держите соответствующую кнопку. Важное правило. При установке гарнизона между гариками должно быть расстояние не менее 200 метров друг от друга. Если это правило не выполняется, то силуэт гарнизона будет серым, а ниже будет соответствующее предупреждение. Постройка гарнизона требует ресурсов. Установка в синей линии потребует 50 припасов, а вот установка в красной линии уже 100. Также надо знать, что радиус действия припасов, чтобы на них можно было разместить гарнизон, 50 метров. Припасы можно получить из 3 разных источников. Первое – боец поддержки. Этот член отряда переносит 50 единиц припасов, которых хватит для установки гарнизона в синей линии. Вторая – сброс припасов от командира стороны, 100 единиц. Третье – supply truck. Одна машина перевозит 2 коробки, в каждой по 150 припасов. Припасов от командира или привезенных на supply траке хватит для установки как в синей, так и в красной зоне. Лайфхак для установки незаметного гарнизона в тылу врага. Офицер устанавливает аванпост, на нем появляется боец поддержки и скидывает 50 припасов. Далее перебрасывается, и на аванпосту появляется второй боец поддержки и сбрасывает еще 50 припасов. Вуаля! Вам хватает припасов для установки гарнизона в красной зоне. При этом вы не привлекли к себе ненужного внимания медленно летящим парашютом на вашу позицию или тарахтящим на всю округу суплай-траком. Гарнизон, так же как и аванпост, является сигнальным маячком. Если гарнизон установлен в синей линии и в радиусе 50 метров появился враг, гарнизон будет подсвечен красным. А если враг подберется на расстоянии 5 метров, гарнизон будет заблокирован, и респаун команды на нем будет остановлен. Если гарнизон находится в красной зоне, то в случае приближения противника на 100 метров к нему он сразу же будет заблокирован, и респаун команды на нем будет остановлен. Баг или фишка игры, связанная с респауном. Если до возрождения осталось 3 или меньше секунды, и точка возрождения заблокировалась, или аванпост был уничтожен, то возрождение все равно произойдет. Какие ошибки зачастую допускаются? Командир организовал сброс припасов на линии соприкосновения, и вместо установки гарнизона на синей линии гарнизон размещает в красной, а так как противник близко, точка возрождения сразу же становится недоступной. При нахождении в атаке гарнизон устанавливается ближе 200 метров к контрольной точке противника. Надо понимать, что противник редко сидит прямо в точке, а чаще всего прочесывает окрестности, что приводит к постоянной блокировке гарнизона и сложностям в логистике. Уничтожение гарнизона возможно следующим образом. Подойдите к нему вплотную и нажмите соответствующую кнопку.
Удерживайте, пока гарнизон не будет уничтожен. Время снятия гарнизона вручную зависит от того, кто установил гарнизон и в какой линии. Режим война. Гарнизон установлен в 4 линиях соприкосновения пехотным офицером. Время снятия 10 секунд. В режиме наступления, если вы обнаружите гарнизон в 2 линиях точки, которую прямо сейчас защищают, правила будут те же. Если вы углубитесь в тыл противника и найдете гарнизон в 3-й линии и далее, а также, если, играя за команду защиты в режиме наступления, найдете гарнизон на красной линии, время снятия гарнизона вручную будет 60 секунд. Важно! Каждый дополнительный боец, участвующий в снятии, ускоряет процесс в 2 раза. Поэтому, если вы группой обнаружили Гарик, навались, братва. Если вы столкнетесь с гарнизоном, который разместил командир стороны, вне зависимости, где это будет, время снятия вручную всегда 60 секунд. Но дополнительные бойцы также ускоряют процесс снятия. Интересная особенность игры. При возрождении бойцы всегда смотрят на точку интереса. В режиме война боец будет повернут в сторону точки, которую нужно захватить следующей. Если режим наступления, защитники на точку защиты, атакующие на точку атаки. Используйте эту особенность, когда будете подкрадываться к гарнизону и захотите застать противника врасплох. Гарнизон также может быть уничтожен выстрелом из базуки, струей огнемета, молотовым, залпом танка, залпом противотанкового орудия, а также бомбардировкой и точечным ударом командира стороны. Важно! Бросок гранаты и залп артиллерии не уничтожают гарнизоны. Еще нужно проговорить, что гарнизоны и аванпосты будут уничтожены, если противник захватит точку. Будут уничтожены гарнизоны и аванпосты, находящиеся в 4 линиях соприкосновения. Если вы играете в режиме война и видите, что точка вот-вот падет, не устанавливайте гарнизон или аванпост. Дождитесь падения и только после этого действуйте. Одновременно на карте может быть установлено не более 8 гарнизонов, и может потребоваться демонтаж гарнизона. Пехотный офицер может демонтировать установленный им же гарнизон. Для этого необходимо подойти к нему вплотную и нажать соответствующую кнопку. Имейте это в виду, так как на паблике командир стороны не всегда вовремя снимает лишние точки возрождения. Поговорим о маркерах, которые может установить командир отделения. Есть 2 способа, как разместить любой маркер. Первый — прямо на карте. Откройте карту, наведите на нужное место. После нажатия на крестик на карте появится список возможных маркеров. Кстати, карту можно приближать и удалять. Для этого на открытой карте нажмите стрелку вверх для увеличения масштаба, стрелку вниз для уменьшения масштаба. Нажав на правый стик, можно открыть легенду карты. Ее вы видите на экране. Для ПК и Xbox соответствующую кнопку. Под картой есть подсказка. Второй способ — это в игре нажать и удерживать стрелку влево. Откроется колесо маркеров. Выберите нужный маркер. Часть маркеров видят члены вашего отряда, а часть — только офицер или командир стороны. Сейчас на экране выделены метки, которые могут видеть члены вашего отряда. А сейчас на экране выделены те маркеры, которые увидят другие офицеры или командир стороны. Если выбрать бинокль, приблизить и зажать кнопку влево на крестовине, то также появится колесо выбора маркера. Так вы можете поставить очень точную метку на очень дальнее расстояние. Лайфхак для снайперской стрельбы за офицера по неподвижным целям. Выбирайте бинокль, прицеливайтесь во врага, выбираете в инвентаре основное оружие. Командир отделения видит метки на карте после запуска самолета разведки. Сразу после пролета самолета на карте появляются различные отметки. Красные точки — пехота врага. Пустой внутри ромб — автомобили врага. Красный внутри ромб — танки врага. После пролета самолета разведки откройте карту и расставьте маркеры для своего отряда. При этом используйте не одну метку. На скопление пехоты поставьте каску. На одиночек установите метки защиты, наблюдения и так далее. Увидели 3 танка? Поставьте метку танка, легкой техники или атаки.
Также из важного про метки, например, вы заметили сброс вражеских припасов или плацдарм. Поставьте метку и продублируйте в чат команде голосом. Это касается не только отряда, но и в офицерский чат. Увидели танк? Установите соответствующую метку. Продублируйте в чат. Какой танк? Движется, стоит. Если движется, то направление движения. Нашли вражеский гарнизон? Отметьте его. Передайте координаты своим товарищам по команде. Что касается тактики на поле боя в Hell Let Loose, все очень ситуативно. Но есть очень простое правило. Всегда используйте фланги. Находитесь в атаке? Поставьте гарнизон для атаки в лоб. Синяки будут наступать с него. Не сомневайтесь. А сами двигайтесь во фланг или в тыл противника. Находитесь в защите? Установите 2-3 гарнизона вокруг точки защиты и двигайтесь по тылу или по флангам. Встречайте врага заранее и не подпускайте его близко к точке интереса. Всегда ориентируйтесь по карте. Наблюдайте не только за своим аванпостом, но и за аванпостами команды. Они так же, как и ваш, будут подкрашены в случае приближения врага. Если тебе понравился гайд и ты хочешь увидеть руководство и на остальные роли, то поставь лайк и подпишись на канал. Также дай знать в комментариях, какую именно роль ты хотел бы увидеть в следующем гайде. Встретимся на поле боя. Всем удачи, всем пока!